Приветствую на своем канале. Сегодня мы сплетем вот такого зайку. Пасхальный зайка. Этот зайка у нас с вербой. А второго зайка мы дадим ему в ручки. Пасхальное яичко приклеим. Значит, что нам понадобится? Наши трубочки для плетения увлажнены, готовы для плетения. Окрашены они самоваренной морилкой. В описании я укажу, как красить, как увлажнять. Вы, если надо, смотрите, проходите по ссылочкам. Затем ХБ кружево украшать будем зайку. Юбочка, вот такой вот ХБ кружево. Яичечко наше маленькое, секаторы и полимерный клей для склеивания, наращивания трубочек. Так, и вот для головы нам понадобится деревянный шар. Он у меня в диаметре 4 сантиметра. Тут есть у нас насквозь отверстие, чтобы мы сюда ушки и туловище. Ну, это бусина, деревянная бусина. Итак, начнем. Для начала мы сплетем ему туловище. Туловище у нас состоит из 8 стоечек. Так, берем одну трубочку и соединяем все 8 в единое целое. Вот так. Все достаточно. И теперь буду попарно их разводить. Так, эту трубочку я прячу внутрь. И сейчас буду попарно разводить наши трубочки и уплетать по 2. Беру для этого еще одну трубочку. Тоже ее внутрь вставляю аккуратно. Можно ее шилом сюда спрятать, зафиксировать. Так, и плетаю я веревочкой из 2 по 2. Плотненько, ряд к ряду плотненько. Прокапываю клей я в несколько трубочек сразу. И наращиваю. Так, я по 2 стоечки сейчас оплету. Смотрим, сколько. 2 или 3 ряда. Так, 3 ряда я проплела по 2 стоечки. Вот, смотрите. И немного расширяю вот здесь вот. Так, теперь буду разъединять свои стоечки и оплетать по одной уже. Вот шилом беру, раздвинула аккуратно и проплетаю по одной. Оплетаю.
Так стараюсь здесь вот прижимать все ряд к ряду. Вот смотрите, чтобы не было вот здесь вот никаких зазоров. Плиту в ручках, на столе это будет неудобно, объемная, да и мелкая деталь. И наращиваю всегда тоже застойчиками. Ну, внутри изделия будет наращивание. Ну вот и до, ну, высоту, сколько вот туловища мне нужно, вот такое вот я теперь до низа буду оплетать постепенно, вот расширять на юбочку, на расширение до низа. Соблюдать равномерно со всех сторон. Смотрите, вот оно, чтобы у вас было и так зрительно, чтобы уходили все равномерно стоечки. Все, плетаем. Ну, вот я самостоятельно проплету вот такое вот количество и потом включусь. Ну вот закончила я веревочкой из двух, 9 сантиметров проплела я от начала до края. И вообще у меня 11 должно быть туловище, поэтому этих 2 сантиметра я оставляю на вот такая вот будет по краю из веревочки из 3 прямая и обратная веревочка, тем самым формируем мини-косу. Так, добавила я 3-ю трубочку, ну, как обычно, застоечкой погрузила краюшек, и все, и можно оплетать. Так, нет, надо вот за эту, через 2, вот сюда. Все, так, раз, два, через 2 за 3-ю. Так, через 2 за 3-ю. Ну, все, вот так вот я через 2 за 3-ю, прямая веревочка из 3. Так, здесь наращиваем уже. Достоечками. Так, прямая веревочка из 3, продолжаем. Так, состыковываем. Вот подошла, и видите, вышла моя первая трубочка, и я вот так вот через 2 оставляю, через 2 оставляю изнутри, через 2 все опускаю, все. Это я так состыковываю. Так, и теперь пошла у меня обратная веревочка. Беру крайнюю левую, через 2, вот так, за 3-ю, через 2 за 3-ю, через 2 за 3-ю. Так, сейчас понаращиваю застоечками. Так, продолжаем. Так, все, подошла я к состыковке. Вот,
Так, оставляем. Вот так. Эту заводим за одну. Подтягиваем. И здесь по узору тоже заводим по трубочке, 2 уже. Все, у нас получилось обратная прямая веревочка из 3. Тем самым мы мини-косу сделали. Вот. Так, сейчас я все подожму, расправлю ровненько. Эти трубочки я просто подрежу изнутри сейчас, и все. Они мне тут изнутри не видно будут даже. Так, все, теперь закрываем краешек. Все сейчас проверю, чтобы везде было у нас. Получилось у меня 10,5 сантиметров. Так, вот так, 10,5. Да. Все, теперь я вот эти стоечки все сейчас заправлю. Так, беру любого места, начинаю вот так. Делаю здесь вот углубление шилом и просто завожу ее, прячу. Следующую беру, буквально оставляю здесь, наверное, ну, меньше сантиметра. Так, и по правую сторону от стоечки делаю углубление и прячу хвостик плетения. Следующую, ну так, давайте я до конца уже принцип я вам показала. Теперь я, чтобы время не тратить, уже самостоятельно здесь там вам включусь. Ну вот как это теперь выглядит по донышку. Все, ровненько себе проверила. Все, вот туловище так сплели. Ручки, руки, вот смотрите, как они вот должны выглядеть. Вот берем одну из трубочек и проминаем ее, проминаем, и в конце делаем такую вот петелечку. Другую трубочку, вторую тоже берем, проминаем, и я буду ее обвивать. Вот так. Можно на краешке завязать узелочек, можно вот таким образом делать, и все. И пошла я ее постепенно вокруг обвивать. Лапку нашу. Просто сейчас буду по длине смотреть, проверять, какой я буду длины ее делать. Примерила. Так, здесь краешек я прокапаю. Так, вот смотрите, я примерила. Вот, достаточно длины. И краешек клей прокапаю. И на прищепочку это все поставлю, пусть оно немножечко подсохнет. Клей прихватится. Смотрите, обвела. И вот прищепкой зафиксирую. Все, пусть оно себе постоит. И вторую лапку точно так же делаем. Пока лапки подсыхают, сделаем наш хвостик. Берем трубочку, проминаем ее и будем вязать узелочек, обычный узелок.
Один раз, второй раз, подтянем. И в третий раз сделаем. Все. Расправила. И краешек, один из краешков я подрезаю. Все, он такой у нас хвостик. Все, готов хвостик. И когда мы определимся, где у нас будет лицевая сторона, где у нас хвостик должен входить, тогда мы его и вставим. Ну вот теперь ушки собираем. Вот смотрите, какие они должны быть у нас ушки. И стараться надо будет сделать их одинаковые. Берем опять же наши две трубочки, одну проминаем. Вот так пополам я ее сложу. Эту трубочку я тоже проминаю. Так, где-то в серединке я вот начинаю оплетать. Вот так. Вот так. И буду вот так делать, оплетать. Так, в руках держу, ничего не видно. Вот так. И разворачиваюсь. Здесь вот я немножечко сгибаю и внутрь вот так направляю. Все. Вот так. Здесь соблюдаю, чтобы было вот мягко. Изгиб был мягенький. Так. Где-то, если вот наращиваю я, то вот посередине, не за стоечками, а посередине. Ну вот, продолжаем. Линию изгиба я обязательно промну. Вот так. Так, теперь на сужение пошли вот так. Поближе подтягиваем. Вот эти стоечки, вот эти вот стойки я теперь стараюсь сузить. И вот так теперь оплетаю поближе. Видите? Ушко такое формируем. Все, достаточно. Так, и опять же, так, заведем вот здесь вот вокруг и клей промазаем. Вот здесь вот. Промажу ее клеем. И на прищепочку фиксируем. Вот так. И пусть немножечко теперь оно постоит, подсохнет. Немножко клей, чтобы схватился. Все, так же самое я плету второе ушко. Так, когда ушки вот здесь вот уже подсохли, вот эти места, можно их уже вставлять в бусину нашу деревянную. Я беру полимерный клей, обязательно прокапываю. Вот здесь вот клеим. И эти, ну, вот эти вот стоечки я сейчас подрежу где-то, я сейчас скажу вам, ну, наверное, 1,5 сантиметра я оставлю, да, но на уголочек. Смотрите, вот так, вот так. И второе также. Все.
Так, смотрю, какая сторона мне больше нравится. Вместе их слаживаю, чтобы это было одинаково. Вот и в эту голову нашу импровизированную. Давайте по одной. Вот так вот вкрутим. Угу. И вторую сюда же. Еще добавим клея. Уже вкручивать будет сложнее. Места мало. Надо подрезать. Еще раз клей. Нужно вот на эти места. Все по месту подгоняем. Так, посмотрю, где лицо одинаковые, чтобы ушки были. Вот. Теперь одновременно. Все. Наши ушки на месте. Все. Вот. Так, теперь вставим ручки в туловище. Подсохли уже тоже вот эти краюшки. И хвостик вставим. Ну, давайте начнем с ручек. Так, примерно, вот мы посмотрели на наше туловище. Вот какая сторона вам больше нравится, та и будет у нас лицо. Здесь мы прицепим хвостик. Значит, ручки где-то вот здесь. Зрительно все на глаз смотрю. Вот сюда. Делаю шилом небольшое углубление туда. И вот помещаем туда нашу ручку. С этой стороны я себе круглогубцами помогу и достану. Вот сюда клей. Подмажем немного клея, чтобы зафиксировать. И дотянем. Вот. Все. Вот. Вторая ручка. Где-то она будет у нас вот здесь тоже. То же самое. С этой стороны ее вывожу. Тоже клей. И подтянем. Все. Руки у нас есть. Эти краешки я просто подрежу. Все. Они мне там вот эти вот от рук. Вот они здесь пусть себе и будут. Никому они там не мешают. Хвостик. Тоже смотрю, где зрительно мы его можем поместить. Вот ручки у нас и хвостик будет где-то здесь. Да. Вот сюда мы хвостик точно так же помещаем. Клей я уже промажу побольше. Вот так. И вот наш хвостик на месте. Можно, наверное, его в эту сторону развернуть. Вот. Можно заправить наши края плетения. Давайте заправим от хвостика в плетение. Где-нибудь плетение. Ну, вообще-то мы на клей посадили. Так, насквозь не выводим, чтобы с лица он нам не показался. Все. Теперь надо посадить голову на туловище. Я буду подрезать вот здесь в диаметре, конечно, маленькое. Вы можете попросить, вам муж или вы сами можете дрелью рассверлить. Я немного рассверлила, так здесь вообще было в 2 раза, наверное, меньше в диаметре отверстия. Вот. И подрезаем теперь вот этих 6 точек было. Мы срежем буквально вот так вот вровень. Я посрезаю, прямо ставлю 2. Смотрю, чтобы они были. Так, вот эту я вот так оставлю на уголочек.
И эту на уголочек срежем. В высоту тоже где-то 1,5 сантиметра, чтобы они там не вытолкали уши, эти мои стойки. Вот так. И эту тоже я вот подрежу. Ну, вообще эту, наверное, надо срезать вообще. Ну, покороче. Вот это все вы смотрите по диаметру, чтобы оно вошло вам все-таки в ту бусину. Так, промажу я вот здесь вот клеем. Не в бусине, хотя можно и в бусине, можно и тут. И будем стараться это все теперь внутрь туда аккуратно поместить. Будем шилом помогать. Будем справляться. Если толстенько вы оставили, конечно, потом еще подрезаем. Так. Да, вроде все совпало. Все. Смотрим, где лицевая сторона ушек. Вот, и сюда же его поворачиваем. Так, теперь мы нашей зайке оденем юбочку. Берем кружево, вот какое вы хотите. Я выбрала с зубчиками, но будет красивее смотреться. Можно вот такое кружевное, можно с зубчиками. Сейчас мы с вами примеряем. Все-таки с зубчиками покрасивше, как по мне. Можно в цветочек, сердечко, что угодно. Так, давайте остановимся с зубчиками. Вот я промеряю, подрежу и приклею. Не буду уже снимать этот момент. Все на полимерный клей. Приклеила я юбочку, и теперь мы ему вручим яичко. Промазываю ее полимерным клеем, где у нас будет он соприкасаться с зайкой, яичечко, с туловищем. Так, все примеряю на бочок. Вот так вот. И теперь, смотрите, ручки у нас пока мягкие, пока вот мы их плели, они у нас мягенькие. Вот мы их можем еще гнуть, вот так вот. И теперь я на ниточке, на тряпочке зафиксирую мои ручки, чтобы они вот так вот подсохли. Подсохли в таком положении. И тоже клей капну. Вот в этих местах, где соприкасаются ручки с яичком. Вот как я руки зафиксировала, пока они высохнут, чтобы они затвердели, я пока вот так вот зафиксировала резиночкой. Вот, а эту на булавочку. И вот на клей приклеила. Так, еще я своему зайцу, он у меня мальчик, это девочка, зайчиха, а это у меня мальчик. Я ему решила лапки такие же сделать. Это точно такие, как вот ушки я так же сама сплела, и ножки тоже. И вставила их, все. Ну вот они как внутри у меня. Все, вот такая парочка, мальчик и девочка.